Не верится, что это тесто приготовлено без скалки. Оно растягивается руками в тончайший лист, а после выпечки превращается в золотистые, слоистые бурики. Всем ассаляму алейкум, добро пожаловать на мой канал. Сейчас покажу весь процесс от начала до результата. Для теста в миску всыпаю 350 граммов муки. Добавляю к 200 миллилитрам воды 1 чайную ложку соли. Перемешиваю и замешиваю мягкое эластичное тесто. Пока вы смотрите это видео, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какой страны или города вы меня смотрите. Просто интересно знать, куда попало мое видео. Вот такое тесто у меня получилось. Слегка округляю его. Перекладывая в чашку поменьше, вы можете этого не делать. Накрываю пищевой пленкой и оставляю отдыхать примерно на полчаса. Пока тесто отдыхает, приготовим начинку. Берем шпинат и нарезаем его. Здесь в начинке нет строгих пропорций. Я взяла примерно 300 граммов шпината. Кстати, начинку для таких буреков можно менять по своему вкусу. Отлично подходит картофель, мясо, творог и разные виды сыра и зелень. Отправляю все в миску. Затем нарезаю зеленый лук. Его у меня около 200 граммов. Нарезанный лук отправляю в миску со шпинатом. В миску с зеленью разбиваю 5 яиц. Яиц может быть больше или меньше, на ваше усмотрение. Кто как больше любит. Добавляю соль по вкусу. Черный и красный перец. Теперь все хорошенько перемешиваем до однородности. Добавляю 150 граммов сыра и еще раз перемешиваю. Сыра также может быть больше или меньше. Тесто уже отдохнуло. Оно совсем не липнет к рукам, поэтому дополнительная мука мне не понадобится. Делю тесто на 6 равных частей. Формирую небольшие шарики. Накрываю их и оставляю еще на 10 или 15 минут. Теперь нам нужно слегка расплющить каждый шарик. Для смазывания я использую смесь из растительного масла и маргарина в пропорции 50 на 50. 100 грамм маргарина и 100 грамм растительного масла. Этой смеси для меня оказалось слишком много. Достаточно было и половины. Также маргарин можно заменить сливочным маслом. Тарелку смазываю маслом и выкладываю первую лепешку. Каждый слой обязательно смазывай маслом и складывай лепешки друг на друга. Оставляю еще на 10 или 15 минут. Чем лучше тесто отдохнет, тем легче будет его растягивать. Если есть время, можно оставить его даже на полчаса. Теперь самое интересное. Беру лепешку и начинаю аккуратно растягивать ее руками от центра к краям. Не забываем периодически смазывать тесто маслом. Так оно становится более эластичным и легко растягивается. Если тесто где-то слегка порвалось, не переживайте. Для бурека это совершенно не критично. После сворачивания и выпечки ничего не будет заметно. Посмотрите, какое тонкое тесто получилось. Оно почти прозрачное. Перед тем, как класть начинку, смазываем тесто полностью маслом.
Очень важно не пропускать этот шаг. Масло помогает слоям отделяться друг от друга и делает готовую выпечку более слоистой. Начинку я заранее визуально разделила на 6 частей. Выкладываю одну часть на край теста. Количество начинки можно регулировать по своему вкусу. Можно класть больше или меньше. Теперь сворачиваем в рулет, как на видео. Подворачиваем наши края, чтобы начинка не вытекла. Перекладываем наши буреки на противень, застеленный пергаментом. И таким же образом формирую остальные буреки. Все заготовки готовы. Для красивой золотистой корочки обязательно смажьте буреки желтком. Именно он дает такой аппетитный цвет. По желанию еще можно посыпать кунжутом. Отправляю разогретую до 180 градусов духовку примерно на 35 или 40 минут. Но обязательно ориентируйтесь на свою духовку. Выпекаем до красивой золотистой корочки. Наши буреки готовы. Посмотрите, какие они румяные и аппетитные. Давайте разрежем и посмотрим, как внутри получилось. Тонкое слоистое тесто, много сочной начинки и невероятный аромат. Получилось очень вкусно. Их можно есть с любым любимым соусом или просто так без ничего. Если вам понравился рецепт, обязательно поставьте лайк и напишите в комментариях, какую начинку для буреков любите больше всего. Пусть в вашем доме всегда будет уют, вкусная выпечка и счастливые моменты за семейным столом. До новых встреч! Ассаляму алейкум! Сегодня я покажу вам, как приготовить эти невероятно хрустящие буреки, просто растягивая тесто руками. Мы сделаем их сразу с двумя любимыми начинками – сочной мясной и нежной картофельной. Вы увидите, как это просто, быстро и очень вкусно. Всем ассаляму алейкум, добро пожаловать на мой канал. Давайте приступим. В миску высыпаю 1 килограмм муки. И небольшой лайфхак, если видео покажется вам долгим, вы всегда можете увеличить скорость воспроизведения в настройках YouTube. Добавляю 1 чайную ложку соли. Немного перемешаю лопаткой. Теперь поэтапно вливаю 700 граммов воды. Сначала замешиваю лопаткой, а затем руками. Около 10 минут, пока тесто не соберется в мягкий и эластичный комок. Пока вы смотрите это видео, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какой страны или города вы меня смотрите. Просто интересно знать, куда попало мое видео. Вот такое тесто у меня получилось. Мягкое и немного липнет к рукам. Закрываем наше тесто отдыхать, а пока займемся начинкой. Для картофельной начинки нам понадобится 950 грамм вареного картофеля. Разминаем в пюре. Добавляем соль, перец по вкусу.
По желанию можно добавить любимую зелень. У меня свежий укроп. Еще немного тертого сыра. Это все по желанию, если не хотите, можете не добавлять. Здесь около 90 граммов сыра. Немного перемешаем ложечкой. Для сочности я добавила около 30 граммов растительного масла. Пока убираем начинку в сторону, займемся тестом. Посыпаем стол мукой и выкладываем наше тесто. Делим его на несколько частей, чтобы сформировать колбаски. Теперь делим его на кусочки и формируем шарики. Затем слегка раскатываем каждый шарик в небольшую лепешку. Подготовим специальную масляную смесь: 100 граммов растительного масла и 200 граммов растопленного сливочного масла или маргарина. Обильно смазываем дно глубокой тарелки и каждую лепешку, укладывая их друг на друга. Оставляем наше тесто отдыхать на 25 или 30 минут. Это сделает его податливым и поможет растянуть до тончайшего состояния без разрывов. Пока наше тесто отдыхает, займемся второй начинкой. Для мясной начинки наливаем немного масла в сковороду. Выкладываем 500 граммов фарша и обжариваем, чтобы ушла лишняя жидкость. Затем добавляем 2 мелко нарезанные луковицы, примерно 300 или 350 граммов, соль и перец по вкусу. Наше тесто стало невероятно мягким и податливым. Берем одну смазанную маслом лепешку и просто начинаем растягивать его руками на рабочей поверхности. Посмотрите, как легко и быстро наше тесто превращается в тончайшее, почти прозрачное полотно. Это занимает буквально минуту. Если где-то тесто порвется, то ничего страшного. После того, как мы завернем его в рулет, его не будет видно. Смазываем наше тесто маслом. Это делается для того, чтобы получить наши слои. Выкладываем несколько ложек мясного фарша. Теперь аккуратно заворачиваем верхний край, затем боковые, чтобы начинка не вытекла, и сворачиваем в аккуратный рулет. Затем берем готовый рулет и выкладываем на противень, закручиваем в улитку. Так поступаем со всем мясным тестом. Смазываю все взбитым яйцом для красивой корочки. По желанию можно сверху посыпать кунжутом. Отправляем в разогретую духовку до 200 градусов на 30 минут. Пока мясные выпекаются, займемся картофельными. Также растягиваем тесто, выкладываем картофельную начинку, но на этот раз формируем буреки в форме квадратов или прямоугольников, подстраиваясь под размер противня. Также смазываем их взбитым яйцом и посыпаем кунжутом. Посмотрите на эту красоту. Наши бюреки с мясной начинкой готовы. Они только что с духовки и видно даже пар.
Слышите, как он хрустит? Это просто невероятно. Прошло полчаса, и вот уже готовы наши бюреки с картофельной начинкой. Золотистые, ароматные и, конечно же, тоже с потрясающим хрустом. Оба варианта просто объедение. Надеюсь, вам понравится этот рецепт. И вы обязательно попробуйте приготовить такие удивительные бюреки дома. Это намного проще, чем кажется. Благодарю вас за просмотр. Желаю всем крепкого здоровья, мира вашему дому и только вкусных кулинарных экспериментов.